Так я настраиваю фокус, да. Ну, что ж. А как еще по-другому делать? Если ты один, кое-как штатив у тебя есть. Спасибо и на этом. Всем привет, я Вероника. Как вы уже поняли по названию этого видеоролика, он посвящен Дню мертвых. Сегодня я поделюсь с тобой самыми офигенскими моими идеями, как можно отметить и украсить комнату на Хэллоуин. Первое, без чего нельзя обойтись, это, конечно же, декор. Даже самые малейшие детали заставляют нас погружаться в эту атмосферу праздника. Поэтому советую вам запастись, купить вот такую замечательную тыковку, которую я очень сильно люблю, моя малышка. Ой, она уже бедненькая, вся горяченькая, уже все. В общем, не поленитесь и купите эту тыкву. Реально. Второе, это, конечно же, какая-нибудь гирлянда. Например, вот такие вот замечательные мышки. Я специально сняла видео, как их сделать. Собственно, сейчас и увидите. И вот такая вот тыковка. Для декорации нашей замечательной гирлянды из летучих мышек нам понадобятся 2 черные бумаги. Эту идею я взяла в приложении Pinterest. Очень классное приложение, о котором поговорим немного попозже. Берем 2 бумаги, сгибаем пополам и все. Рисуем мышку, вырезаем ее. Наша гирляндочка будет готова. Я не претендую на какую-то крутецкую гирлянду из мышек, поэтому у меня просто 2 разные гирлянды по 2 мышки, которые вы можете либо соединить, либо оставить по 2, как сделала я. Их можно также мило подвесить за вот эти прищепочки. Кажется, что это одна целая гирлянда. Для второго нам понадобятся 2 любые свечки. Вообще все, что хотите, можете взять. И наши с вами мышки, которые мы приклеим к этим свечкам. Все очень просто. Берем обычный клей, даже не то что обычный, а который засохший у нас, который вообще плохой, он склеит лучше всего, я вам обещаю. Как видите, все очень просто, берете, клеите и, обычные свечки красиво украшены. Для полного погружения в атмосферу Хэллоуина вы можете приобрести вот такую замечательную гирлянду. Я купила ее в обычном магазине, где продавались шарики. Вот эти шарики. Они тоже недорогие и классные. Не знаю, почему этот пункт не на первом месте, ведь я безумно люблю кушать. Сегодня, в этот жуткий праздник, вы можете себе позволить абсолютно все. От кровавых пальчиков до нашего с вами блюда сладеньких надгробий. Для его приготовления вам понадобится обычное детское печенье, Орео с шоколадной начинкой, любой вкусный темный шоколад, готовые или более 30% сливки. Также сливочное масло, но не перепутайте, как я, не купите плавленый сыр. Нам понадобится масло мягких сортов, например, творожное. Также можете взять ММДМ с какой-нибудь пастой и какао, как сделала я. Для начала раскроем наш шоколад и возьмем примерно 2 ряда по вертикали. Потом мелко нарежем и отправим на медленном огне на минуту на плиту. Добавьте примерно 50 мл сливок и размешайте. Приступаем к самому сложному, так как после шоколада вся кухня будет еще и в Орео. Нам надо мелко нарезать, чтобы создавалось впечатление земли. Выливаем около 100 мл в емкость и совсем чуть-чуть взбиваем их. Потом берем наш сливочный сыр и примерно 60 грамм кладем в тарелку.
и перемешиваем с нашим горячим шоколадом. Но не забудьте чуть добавить сливок, чтобы наше масло не заполнило всю кухню в компании с Орео и шоколадом. Добавляем 3 ложки сахарной пудры по одной в перерыве. После нашу замечательную посыпочку, но не всю, примерно половину. Я использовала чуть больше половины, потому что мне надо было еще оставить на посыпку. Наконец-то выливаем наши сливки и готово! Главное не переборщить со сливками, а то меньше будет чувствоваться темный шоколад, а это очень сильно портит вкус. Кстати, в наш крем можете добавить щепотку корицы на любителя, как сделала я. Желательно взять пакет, у меня была только перчатка, поэтому пришлось импровизировать. Вообще можно взять ложку или лопаточку, как делала я во второй раз. Вкус не испортился. Посыпем, нарисуем и готово! Не хватает самого главного. Атмосфера праздника есть, но нет самого сопровождения. Я вам могу посоветовать 2 отличных варианта, как отметить Хэллоуин. Если вы такой же любитель, как я, устраивать отличную тусовку с друзьями, то я вам советую их пригласить и устроить показ фильмов от самых старых до очень ужасных ужасов на тематику Хэллоуина. Достаточно просто забить в гугле хэллоуинские фильмы или топ самых страшных фильмов, и вы сразу найдете, как вот нашла я. Второй вариант, которым мы воспользовались, это поход в кино. Так как 31 октября это четверг, выходит самый жуткий, офигенский мультик «Семейка Адамс». Я со своей компанией обязана туда сходить, потому что мы сами как Семейка Адамс, и мы просто должны увидеть этот фильм. В общем, этот мультфильм, я уверена, что вас погрузит в атмосферу Хэллоуина не меньше, чем от какого-то обычного ужастика. Этот мультик, он же просто, он офигенский, просто посмотрите на вот этих героев, боже, они такие милые, страшные, красивые. В общем, это просто самый лучший вариант. Ну, а я вам желаю только удачи, чтобы вы отлично справили этот праздник. Всех очень сильно люблю, всех целую, и я с вами не прощаюсь, увидимся совсем скоро. I feel sad, should I give him away or feel this bad? No, 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 don't you choke. Daddy chimed in.